В сегодняшнем видео я хотел поговорить о технологии приготовления пиццы за 2 минуты 40 секунд. Время приготовления пиццы весом от 350 грамм до 600 грамм и размер пиццы в данной технологии 23 на 27 сантиметров. Это примерный аналог пиццы диаметром 30-32 сантиметра круглого формата. Среднее время отдачи заказа одной пиццы примерно 3,5 минуты, нескольких пиц от 5 минут и более. Здесь все зависит от количества единиц товара в одном чеке. Технология основана на выпекании пиццы в комбинированной печи, где одновременно совмещаются конвекция и микроволны, что позволяет достигать более быстрого результата приготовления. Здесь стоит заметить, что подобные печи стоят достаточно дорого по сравнению с классическими печами. Но по моей оценке и экономическому анализу было выявлено, что такая печь наиболее эффективна в приготовлении пиццы, потому что добавленная стоимость у пиццы достаточно высокая и объем получаемых денег с одного чека тоже достаточно большой. Особенно это видно в доставке, так как пиццерии в основном развиваются по формату доставки. Идея подобной пиццы мне пришла еще в 2014 году, но реализация данного формата достаточно долго откладывалась по ряду причин. И одной из основной причины это стоимость самого оборудования. То есть оно и сейчас стоит недешево, но на тот момент 2014-2015 года распространения данная технология вообще практически не имела. И присутствовала в основном в больших фастфудных сетях типа Subway, а также присутствовала и была распространена на заправочных станциях. Большие компании, понятное дело, могут себе позволить покупать подобное оборудование, а для нового проекта это было достаточно дорого. И уже в 2019 году эта технология получила большее распространение, и на рынке производителей подобного оборудования появилось достаточно много предложений, в том числе, например, от корейских производителей, а также от других производителей. И рынок БУ оборудования подобного формата тоже начал образовываться. Понятно, в нашей стране он небольшой, но, например, в других странах, откуда можно заказать подобную БУ печь, он уже достаточно большой, и стоимость этих печей достаточно низкая. И это уже экономически оправдано. Также разработанная технология приготовления теста напрямую влияет на результат, получаемый в комбинированной печи. Ниже в описании к видео вы сможете посмотреть полное описание данной технологии с граммовками, с подробным описанием того, что и как нужно сделать. Вся технология состоит из 3 стадий приготовления. Это приготовление пулиша, предварительно сброженного полуфабриката, о нем я рассказывал в отдельных видео. Приготовление заварки, приготовление теста. Пулиш влияет напрямую на цветообразование, поставляет в тесто уже образованную клейковину, что сокращает замес, улучшает цвет, вкус и запах изделия. Также напрямую влияет на объем готового изделия. Заварка влияет тоже на цветообразование и вкус. От наличия именно данного полуфабриката зависит цветообразование изделия. Это важно, потому что у изделий, которые выпекаются в комбинированной печи, выпечка происходит очень быстро за счет наличия микроволн и конвекции. И, соответственно, изделие достаточно быстро теряет влагу. И важно понимать, чтобы выпечка произошла одновременно с цветообразованием и образованием корочки на изделие. Поэтому в данной рецептуре наличие заварки является новизной. И поэтому в какой-то степени именно заварка и комбинации заварки и пулиша позволяет выпекать корректное, качественное изделие, которое обладает большим потенциалом и возможностью к повторным продажам. После того, как полуфабрикаты готовы, производится тесто. В тесте также используется готовая сухая закваска, но она также может быть заменена готовой жидкой закваской. Здесь важно понимать, что именно комбинация всех вот этих факторов, всех полуфабрикатов и длительного холодного брожения дает такой результат и именно в этой печи. То есть именно это в большей степени позволяет выпекать пиццу за 2 минуты 40 секунд. Другие варианты и комбинации технологий, которые мной были протестированы, не позволяли добиться
оптимального результата продукта, а также не позволяли добиться высокой эффективности самого продукта. Потому что в пицце одним из самых важных факторов является количество единиц изделия, которые человек может съесть. И вот пицца — это достаточно тяжелый продукт и сложно перевариваемый, с большим количеством ингредиентов и достаточно тяжелый. Здесь же за счет использования этих полуфабрикатов, длительного холодного брожения и определенного способа выпечки, потребление данного продукта существенно выше, чем классической пиццы. В некоторой степени готовый продукт, приготовленный по данной технологии, напоминает одновременно римскую и неаполитанскую пиццу. То есть это тонкий центр и достаточно пышный край. Все эти факторы в комплексе дают новый продукт, который существенно отличается от тех продуктов, которые сейчас представлены на рынке. И особенно на рынке именно доставки пиццы. Собственно, разрабатывал я этот продукт с 2019 года. На это понадобилось достаточно большое количество времени. Теперь давайте поговорим о преимуществах данной технологии и вообще в целом подобного формата пиццерии. Это быстрая отдача заказа. Это самый важный фактор. То есть здесь уже пиццерия перемещается в формат фастфуда. Простая технология, которой можно обучить человека без опыта. То есть это легко заменяемые сотрудники, понятный алгоритм приготовления и понятная линия, которая может быть адаптирована под практически любое помещение. Быстрая доставка пиццы гостю. В небольших городах доставка занимает в среднем 25 минут. Ну, конечно, мы не берем пиковые часы. В пиковые часы это время больше. Но в целом это очень хороший результат. Если рассматривать данную пиццерию в формате фабрики кухни, где производится тесто, и открытие более мелких объектов, чтобы к гостю было меньше расстояния, то в этом случае доставка даже в больших городах может приблизиться к этому числу, то есть 20 минут, 25 минут. Почему? Потому что средний заказ — это одна пицца и какие-то дополнительные продукты. Но это в общем-то полторы пиццы, ну как бы средний заказ. Но так как человек покупает одну пиццу плюс еще что-то, то это вот получается, что одна пицца в среднем. Время приготовления одной пиццы там 3 минуты, сборка минуты, время приготовления 2 минуты 40 секунд, упаковка и отдача. И соответственно все остальное время, то есть там условных 20 минут, 23 минуты, это доехать к гостю. Также стоит заметить, что нет необходимости размещать вытяжку в помещении именно над печами, так как данная печь ее не требует, то есть она фильтрует воздух и выдает очищенный воздух за счет технологии. Возможность размещения пиццерии в формате доставки на 45 квадратных метрах, то есть это достаточно большой спектр помещений, которые именно использовать можно для доставки. Здесь пешеходный трафик будет уже вторичным, и можно осуществлять и отдавать самовывоз, и доставлять уже гостям пиццу. Инвестиции в данный формат существенно ниже, чем открывать какую-то большую пиццерию с достаточно большой технологической линией. И здесь в этом неоспоримое преимущество. Ассортимент пиццерии может состоять из более чем 30 наименований. Также сейчас уже разработан продукт, который может заменить шаурму. Время приготовления 1 минута 30 секунд. И готовый лаваш с начинкой выпекается непосредственно в объекте. Таких, скажем, форматов шаурмы достаточно мало. Или практически нет. В основном вся шаурма заказывает хлеб. А хлеб — это основной продукт для приготовления шаурмы. То есть лаваш, ну по сути это хлеб. И соответственно как бы преимущество приготовления лаваша на месте большая часть форматов шаурмы теряет. Здесь же лаваш готовится из того же пицца-теста. Просто чуть по-другому происходит выпечка, формовка изделия. И соответственно мы получаем шаурму, которая вкусная, сочная. И второй немаловажный фактор. Мы выпекаем хлеб на месте. Это тоже существенно большое преимущество. И вот если, например, открывать такой формат шаурмы, то, конечно, площадь все равно будет 30 квадратных метров или 45 квадратных метров. Но если рассмотреть подобный формат шаурмы в придачу, скажем так, к основной пиццерии, то есть в основной пиццерии производится тесто, потом доставляется на сам объект, где реализовывается сама шаурма уже непосредственно, то в этом случае
объем помещения существенно ниже. И он начинается от 10 и может доходить там 15-20 квадратных метров. То есть это уже похоже на стандарт именно формата шаурмы.